Полет – самостоятельное перемещение объекта, но для каждого из нас это абсолютно разные ощущения. Для кого-то это что-то ассоциирующееся с небом, высотой, ну или даже, например, с птицами, что-то романтичное и захватывающее. Вот для меня, например, полет – это нереально мощное состояние. Например, взлет на огромном пассажирском лайнере. Класс! Ну или даже посадка. Безумно приятные ощущения вперемешку со страхом. Хотя многим бывает даже плохо, но ведь все люди разные. И никто особо даже и не задумывается, насколько рискованно быть пилотом. Ведь эти люди испытывают колоссальный стресс, они несут ответственность за пассажиров и команду. По сути, от них зависят жизни этих людей. Кстати, говоря об этой профессии, она, конечно, высокооплачиваемая. Но вы наверняка не догадывались, что пилоты выходят на пенсию после 32 лет. Вот такой вот вам интересный факт. Или вот, например, то, что они не могут носить бороду, вы знали? А все потому, что в случае экстремальной ситуации кислородная маска должна плотно прилегать к лицу. Вот так вот. Давайте мы с вами немного полетаем и станем очевидцами того, что видят самые бесстрашные пилоты. И, конечно же, капитаны воздушных лайнеров. Мне всегда очень было интересно, что же они видят там, в небе, за облаками, за этой густой или даже снежной ватой. И видят они, как оказалось, очень много всего и разного, и, поверьте, не всегда приятного. Так как в небе может происходить самое необычное и, на мой взгляд, ужаснейшее. Ну и, конечно же, пилотом можно быть не только Боинга. Или вот только представьте, например, вы управляете истребителем с сумасшедшими скоростями и опасностями. То, что они вытворяют в небе, это просто выносит мозг. Эти виражи в перевернутом состоянии достойны похвалы. Их вестибулярный аппарат, безусловно, натренирован, но все же они достойные ребята. И почему же эти люди такие бесстрашные и насколько сильно они любят свою работу? Что тут говорить, смелости у них хоть отбавляй. Они наверняка влюблены в небо и во все то, что связано с их полетами. Мы не будем говорить о характеристиках, а скорее о смелости и отваге на высоте. Лицом к лицу, так сказать, с невероятными, захватывающими моментами. Вот, например, взлет Боинга 737. Какая красота перед глазами пилота. Аж дух захватывает, согласитесь. А как они совершают посадку этих махин и вообще с ними справляются? Ведь может быть и непредвиденная посадка и смена полос как на земле, так и в небе. Погодные условия также очень влияют на управление самолетом. Дождь, молния, гроза, а снег, да все что угодно. Ведь там, наверху, как и на земле, может случиться непредсказуемое. Ведь против стихии, как известно, трудно бороться.
Или, например, есть такие сумасшедшие, которые изобретают летательную технику на несколько километров от Земли. Испытывая ее, они мало задумываются, например, о том, что самолет может идти на посадку, ну или на взлет. Я думаю, пилот, увидев человека на какой-то самопальной торпеде или с реактивным рюкзаком за плечами, будет, легко сказано, просто в шоке. Вот мне, например, даже жутко это представить. Пилоты — это как живые небесные ангелы, ведь бывают очень частые аварийные посадки, о которых не знает никто, кроме пилота. И эти герои справляются со всей ответственностью перед ситуацией. И ведь у них у всех есть там, на земле, семьи, которые их ждут. Ну что ж, друзья, спасибо вам за просмотр и до скорых встреч у меня на канале.